Так, всем привет. Как обещал, видео запишу по батарее с чипом BQ8055. Та батарея, что из предыдущего видео, две одинаковые. Вот сейчас буду записывать по ней. Итак, для начала поясню немного по программе, что тут у меня из нового появилось. Так, вот можете видеть данные. Кто не видел видео предыдущее, посмотрите. Итак, здесь по вот этой кнопке через видео назад есть видео. То есть это видео, предыдущее и следующее, предпоследнее, можно сказать. Смотрите, там я говорил, что она делает. Тут ничего больше не менял. Дальше, здесь больше кнопки контрольной суммы нету. Здесь нужно отмечать галочку. И программа сама автоматически пересчитает контрольную сумму. То есть выбрали прошивку, свою, зашли в boot режим, потом выбрали свою прошивку, которую хотите записать, отметили галочку, вернее сначала отметили галочку, потом выбрали прошивку, которую хотите записать, и программа сама пересчитает сумму и запишет. Это, напоминаю, контрольная сумма, это для чипов Sanyo, вернее для прошивок Sanyo, где есть вот, например, как я говорил ранее, там эти видео давно были, еще раз напомню, есть статическая область, то есть данные, если тут какие-то изменить, то сбрасывается вот этот флаг int, вот он, и чип блокируется, то есть ноутбук не будет с ним работать, блокируются ключи и тому подобное. И пока не подправить контрольную сумму вот этой области, ничего не выйдет. Ранее было здесь как? Выбирали кнопкой файл предыдущий, то есть оригинальный, который слили. Потом выбирали файл тот, который вы подправили тут. И на основании этих двух файлов программа рассчитывала контрольную сумму, правила ее. Теперь же это не нужно. Вы слили прошивку, прошивку слили. Потом правите статическую область, что вам нужно. Тут находятся самые вкусные параметры, такие как паспортная емкость, например, вот как в данном случае. Это по этому чипу вот. Там напряжение заряда, ток заряда, напряжение каждой ячейки заряда, разряда и тому подобное. В общем, все самое вкусное находится здесь, в статической области. И без правки этой суммы, никак бы не вышло, чтобы программа это работала. То есть батарея не будет работать. Вы слили родную прошивку, ее в архивчик, естественно, поместите. Потом скопируйте в другую папку, правите все, что нужно здесь. После заходите сюда на вкладку, отмечаете галочку, нажимаете вот эту клавишу. Сейчас чип не тот, естественно. Нажимаете эту клавишу, выбираете свою отредактированную прошивку. Программа считает контрольную сумму и все это записывает в чип. На данном чипе 8030 я постараюсь следующее видео, если что, записать, показать, как это делать. У меня есть чип, кстати, интересный чип BMS на чипе 8030, и там не все так просто с ним. То есть его подключаешь для чтения, а он не читается. Я эти моменты сниму на видео, покажу, что делать в таких ситуациях. И вот на нем покажу вам вот эти моменты, справкой суммы и тому подобное. Возможно, даже он, по-моему, у меня заблокирован. И, скорее всего, мы его подредактируем данные, сделаем полностью работоспособную BMS. Но, скорее всего, я это видео буду снимать только тогда, когда вы поставите лайков, комментарий напишите. То есть вы мне, я вам, одним словом. Барыжный движ устроим. Итак,
По этому чипу вернемся потом. Сегодня мы рассматриваем чип, вот этот 8055 BQ. Здесь какие изменения? Опять же, говорю сейчас именно по вот этим вот двум чипам. BQ 9000, буду снимать видео, по нему отдельно поясню. Для вот этих двух чипов, 50, 55 или 55А, вот я вверху здесь написал, это все одно и то же. То есть для них вот эта кнопка не нужна, она не будет работать. Эта кнопка нужна, она осталась по-прежнему для BQ 9000. Но это я тоже покажу, если что, в другом видео. Здесь вы так же само, аналогично этому чипу 8030, заходите в boot режим, ну там генерация паролей и тому подобное. Заходите в boot режим, сливаете прошивки. То же самое аналогично. Берете прошивку, правите. Здесь также для этого чипа Sanyo тоже вот эта статическая область, она защищена контрольной суммой. А динамическая область, вот она, та, которая работает, ну тут мало параметров, которые можно изменить, она не защищена. То есть тут можно менять, тут циклы есть, доступная емкость, вот это вот она находится в динамической области. Это можно менять без контрольной суммы, без правки контрольной суммы. Но если правите контрольную сумму, вот здесь, например, там, я не знаю, напряжение заряда, там, вот она, вернее, ну да, паспортное напряжение, емкость, там, ток заряда, напряжение заряда, то это все находится здесь. То тогда нужно отмечать галочку. Так же самое, чексум, подправили свою прошивку, отметили галочкой чексум, нажимаете кнопку запись прошивки. Ну, выбирается, естественно, выбираете эту прошивку, и так же само программа рассчитывает контрольную сумму и зашивает в чип. Все, после выхода из boot, можете считать прошивку, можете сразу выйти из boot. Но опять же, еще раз напоминаю, ребят, ставьте защиту на клок и дату. Ставьте подтяжки. Потому что вот в этих моментах, когда вы читаете, пишете прошивку, если у вас нету защиты, нету подтяжек, вы можете мусора начитать сюда в прошивку. И этот же мусор потом записать в чип. И он может у вас закирпичиться. Так, понятно по этому моменту. Но если что, может в следующем видео, если что-то вам непонятно, напишите, я постараюсь более детально объяснить, как работать с вот этими, так сказать, кнопками. Ну, я еще и в справке это все постараюсь описать. Далее. По поводу QMAX я пояснял в предыдущих видео. Тоже вот это через одно назад вернитесь. Там я объяснял по QMAX. Больше я ничего не правил. Мучился я почти неделю с вот этим чипом 9000. Я также пытался сделать для него, чтобы убрать вот эту кнопку, но у меня не вышло. Там что-то запутано очень с расчетом этой контрольной суммы, но я перепробовал все варианты, и у меня ничего не получилось. Поэтому пока оставлю как есть. Ну, а в будущем, возможно, докопаюсь до истины и сделаю уже, тогда будет везде одинаково. Тогда кнопку уберу, будет чисто вот это вот, так сказать, галочка. Теперь, что мы будем делать сегодня? Ну, разжевывать, показывать, объяснять, где что находится в прошивке, я не буду. Если видео данное наберет хотя бы 100 лайков, ну и комментарий хотя бы, не знаю, там штук 30, то тогда я следующее видео сниму специально по, ну, к примеру, даже по этому чипу, который мы сегодня будем делать. И расскажу, покажу, что где тут находится в прошивке, что править. То есть покажу это все в ручном варианте, как это все делать. Сейчас у меня слита прошивка оригинальная, вот она, я уже в архив поместил, скрины. И есть уже отредактированная прошивка, вот она у меня. Мы ее потом попозже зальем. Также я создал файл конфигурации,
для вот этой программы. Вот. И ею мы будем править вот эту оригинальную прошивку. То есть мы ее подправим, зальем в чип. Сразу говорю, и этот файл я только сделал по памяти. Ну, прошивку я не заливал. После того, как эта программа ее создаст, я не заливал. Поэтому мы будем это все делать с вами, так сказать, наяву. Ну, а потом, если что, зальем ту прошивку, которую я правил, вот она, вручную. Сейчас в данном случае MOSFET закрыты. Даже если подтянуть, секунду, ребят, я сейчас подтяну клок, вернее клок, подтяну SUS-контакт к земле, я забыл его подтянуть. Пока, ну, пауза, я сейчас его подтяну. Так, ребят, я все его подтянул к земле. По памяти, если меня не отшибает, вроде это этот контакт. Итак, сейчас, если мы его подтянули к земле, и ключи у нас не открылись, и батарея у нас разряжена, то значит у нас есть ошибки. Ну, в принципе, и тут вот высвечивают тоже ошибки. Что мы будем делать? Итак, это нужно закрыть. Так, открываем программу конфигурации. Также я вчера еще, тут был чип заблокирован, то есть в boot режим было войти нереально. Я подобрал пароль, и уже в данном случае в прошивке я эту блокировку убрал, чтобы не отнимать ваше время на вот эту генерацию пароля. То есть мы сможем сейчас смело зайти в boot режим. Но в основном, да не в основном, а все чипы, которые данной линейки, их нужно сначала распечатать вот этой вот клавишей. Ну, нам это сейчас делать не нужно. Теперь выбираем файл, тот, который я создал. Вот он имеет вот такие вот моменты. Это, ну, так сказать, я на скорую руку то, что вспомнил, то, что нашел, когда редактировал. В общем, на скорую руку я вот эти вот поля прописал здесь. Вот они. То есть тут вот присутствует блокировка чипа входа в boot режим. Вот она, вот эта клавиша. Блокировка ключей, когда они закрыты, вот как в данном случае нашем. И вот сейчас мы будем редактировать эти моменты все. Так, выбираем прошивку. Выбираем вот эту, ну, родную, которую я слил. Тут еще все заблокировано. И boot режим заблокирован, и ключи закрытые. Выбираем ее. И видим вот такие вот моменты. Так, не забываем опять же определить, какой у нас порядок байт. Младший, старший или старший, младший. Ну, в данном случае я знаю, что здесь вот оно. И тут мы видим наше зарядное напряжение, емкость, счетчик циклов, имя. Вот они, зарядное напряжение по ячейкам. То есть вот этот момент изменить, ну, недостаточно, чтобы, так сказать, чтобы наши ячейки заряжались именно до этого напряжения. Нужно еще изменять вот эти вот. То есть это у нас значение, паспортное напряжение, это просто для информации. По ней высчитывается милливатт-часы. Вот они у нас. Вот. По ней высчитывается, отталкиваясь от этого напряжения. То есть это информационное только. Но чтобы сам чип работал именно на этом напряжении, для этого случая правятся вот эти вот моменты. Вот они, 3 секции, но это еще не все. Есть еще разрядное напряжение, там, напряжение, при котором сбрасывается остаточная емкость. Ну, в общем, есть еще другие моменты, которые я же говорю. Мы, если что, все зависит от вас. Постараюсь в следующем видео
когда будем детально изучать прошивку в ручном виде, постараюсь все это объяснить, пояснить и показать. Так, сейчас что мы будем делать? Но опять же, это я все как бы, я не восстанавливаю работоспособность аккумулятора, чтобы им пользоваться. Я просто показываю вам на примере, так сказать, как можно восстановить батарею, чтобы она стала работоспособной. Итак, напряжение мы не трогаем. Допустим, я хочу установить емкость батареи 4400. Или, хай будет 4400. Вбиваем 4400. Вот так. Теперь нам нужно рассчитать ватт-часы. Что мы делаем? Берем калькулятор. Берем наше напряжение 14,8. Вот так вот. 1,48. Сами можете умножить, поделить и тому подобное. И умножаем его на вот эту емкость нашу. Умножить на 4400. Так, по-моему, или делим. Вот я вечно путаюсь в этом моменте. Так, давайте мы сейчас вместе с вами еще раз. Так, 1,48 умножим на 2500. Там у нас 2500 было. Да, 3700 получается. Все верно. Значит, мы берем 1,48 и умножаем на наши 4400. И вот наша емкость в ватт-часах. Мы ее вбиваем вот сюда. Для емкости в миллиампер-часах 2 параметра, а для ватт-часов 1 параметр. Дальше. Full Charge Capacity. Вот он. 1063. Здесь также вбиваем наши 4400. Вот так. Тут, кстати, вот тоже стоит обратить внимание, если чип в милливатт-часах, то в большинстве случаев, сколько я встречал, всегда вбивается здесь в миллиампер-часах. Это чип уже, когда вы читаете информацию, автоматически его конвертирует в милливатт-часы. Но везде, где я встречал, так сказать, прошивки, везде вбивается в миллиампер-часах. Почему это делается? Потому что у нас под миллиампер-часы, под ватт-часы, у нас используется 2 байта. То есть, вот как бы вам сейчас показать. Допустим, возьмем, откроем. То есть, если у нас будет емкость, допустим, взять вот максимум, которую емкость может чип, так сказать, обработать, если взять 32 ампера, допустим, вот так, и умножить ее на наше напряжение, которое у нас здесь, а вот оно, 1,48. 1,48. То мы получаем 47 тысяч. Но если пользователь вобьет, к примеру, 60 ампер, по незнанке, то просто-напросто значение 2 байта, вот они просто переполнятся, так как у нас максимальное значение 2 байт, вот оно, 65 535, оно просто переполнится. И здесь будет не 65 035, а будет, к примеру, 0,1. Поэтому сделано, это я так догадываюсь, именно в миллиампер-часах. Думаю, понятно, да? Могу, конечно, ошибаться, но я думаю, это так. Это так, сказать, нюансы такие. Большинству из вас они нафиг не нужны. Итак, мы емкость вбили, милливатт-часы пересчитали, тоже вбили. Заметьте, у нас 2 байта. Не 4 байта, а 2 байта. Дальше. Счетчик цикл сбрасываем. Вот так. Дату можем сегодняшнюю вставить. Например, вот так. Серийный номер нам не нужен, это тоже не нужно. Предзарядный ток, зарядный ток. Вот я забыл добавить зарядное напряжение еще сюда общее. Это я добавлю. Так,
Вот тут я вижу тоже не доредактировал, видать. Но это я все подправлю, если что, за кадром. Вот тут я и ошибся. Видать. Это за кадром я подправлю. То есть вот этот файл конфигурации, который, вот он уже будет в папке, в общем, с программой, которая вот это уже, так сказать, новой версии, будет вот эта программа, и вот этот файл будет с этой программы. То есть он будет доступен. Я еще говорю, посмотрю на вашу активность, если что, я сделаю и для 9000 чипа тоже вот такой файл конфигурации. Так, этот момент мы не будем трогать, он нам не нужен. И вот мы доходим до момента блокировки нашего чипа. Здесь выставляем нули. 00, 00, 00. Здесь аналогично. Вот так. Так, здесь по памяти тоже нули у нас. Ой, не то. 00, 00. Здесь также 00. И здесь 00. То есть здесь у нас везде нули. И вот, можно сказать, чип наш готов. Единственный, да, момент вот этот, я говорю, видать, не тот указал. Смещение не то указал. И поэтому здесь у нас вот так. Но по факту здесь должно быть 17,4. Вот как тут. Так, это не то. Это тоже не то. Вот. Должно быть 17,4. Ну и я подправлю этот момент. Так. Проверяем еще раз. Это мы не трогаем. Ну, в принципе, все. Мы все подправили. Но опять же, я говорю, это еще не все параметры. Там еще куча параметров, которые можно сюда добавить. Но чтобы мне добавить, к примеру, напряжение разряда, напряжение, при котором сбрасывается насчитанная емкость, то есть после чего у нас будет увеличиваться износ, мне нужно эту БМС отпаять от ячеек. Ну, пока я этого делать не буду, показываю вам, так сказать, как есть. Все, мы отредактировали, нажимаем «Сохранить прошивку». Тут нам показывает, где сохранено и какое у нее имя. То есть ту прошивку, которую мы открыли, вот она у нас более детальная информация. Ту, которую мы открыли, будет ее имя, только в конце будет мод. То есть эта прошивка остается нетронутой. Теперь идем в папку и видим, у нас вот появилась эта прошивка, вот, которую мы сейчас редактировали. Теперь заходим в boot режим. Вот мы в boot режиме. Активируем, как я говорил, checksum, выбираем наш чип, ну в моем случае это 55-й, и выбираем наш файл прошивки. Так, идем сюда, вот он у нас, вот они, видите, у меня эти две батареи, что я на видео предыдущем показывал. Вот для 9000 я отдельно видео сниму. Сегодня мы 8055 занимаемся. Итак, здесь у нас вот наша оригинальная прошивка, которую я слил, и та, которую мы только что подправили. Нажимаем «Открыть». И теперь вот, когда мы сейчас нажмем «Ок», программа автоматически пересчитает контрольную сумму данной прошивки. Что, ну, то, что мы тут правили. Мы правили статическую область. Напоминаю, вот эти вот данные, вот они. Вот эти данные, вот эти. Только, ну, кроме счетчика циклов, находятся в статической области. Вот тут. И вот программа сейчас пересчитает эту контрольную сумму и пропишет ее в чип. То есть ее в файле не будет. Она ее запишет в чип. Нажимаем Yes и пишем. Надеюсь, понятно, ребята, объясняю. Что непонятно, пишите в комментариях.
Так, есть, записали. В данном случае вы как бы можете контрольно еще считать прошивку, чтобы убедиться, что вы туда мусора не записали. Ну, я этого делать не буду, так как я знаю, что у меня адаптер с защитой, с подтяжками, у меня все хорошо с этим делом. Нажимаем выход из boot режима, идем сюда на вкладку, и вот, пожалуйста. Когда я ставил видео на паузу, я притянул контакт к земле. И вот смотрите, у нас ключи открылись. И здесь у нас ушла ошибка. И обратите внимание, вот наша 4400. Это значение автоматический чип как-то рассчитывает, его нету в прошивке. То есть у нас нет износа. И флаг int у нас, видите, активен. Но, счетчик цикла не сбросился. Видать, я где-то что-то тоже еще тупанул. Так, а ну еще раз загрузим его. Так, здесь я сбросил. Где-то, видать. Я когда прописывал эти значения, я забыл сюда единичку поставить, и поэтому программа теперь думает. Так, сейчас мы это исправим. Так. DEC 2. Вот тут надо вот так указать. Вот так, чтобы программа видела отличие. Вернее, это 2 у нас. Так как она сейчас видит одну и ту же, и поэтому только одно значение было изменено. Все, есть. Теперь загрузим. Так, файл конфигурации загрузить забыл. Так, файл конфигурации, потому что мы его изменили. И загружаем прошивку. Мод. Так, что-то не то. Так, куклы-кунт. 1280. 1280. Так, я тупанул, ребят. Я один и тот же адрес указал. В общем, чтобы не отнимать ваше видео, поверьте мне на слово, что это я все исправлю. Я один и тот же адрес указал, смещение. И поэтому, помимо адреса, я еще указал одинаковые имена. И адрес один и тот же указал по смещению. Вот он у нас. И поэтому изменился только один счетчик. Спешил снять вам видео побыстрее, покороче, как всегда, забыл. В общем, поверьте мне на слово, что все работает как надо. Сейчас мы эту же прошивку, которую программа подправила, то есть я эту программу уже закрываю, она нам не нужна, которую программа это подправила, мы ее зашьем без вот этой клавиши, то есть без контрольной суммы. И я вам покажу тот момент, который я говорил ранее. То есть флаг int вот слетит. Вот зашли мы в boot режим. Выбираем снова нашу прошивку мод. И записываем ее в чип. Сейчас будет прошиваться та прошивка без контрольной суммы. То есть сумма не будет посчитана. И так как мы правили с вами статическую область памяти, эта сумма изменилась. И вот нажимаем выход. И теперь смотрите. Видите? У нас появились ошибки, закрылись ключи. Флаг int слетел. Видите? Все. То есть емкость прописалась наша. Дата прописанная. Здесь прописано. Но BMS работать не будет. Сейчас контакт SUS притянут к земле, я его не отключал. И видите, флаг int слетел. Теперь давайте, так как мы ту прошивку уже прошивали, теперь просто давайте прошьем ту прошивку, которую я руками редактировал. Я вам покажу, что с ней тоже все нормально и все работает. Также выбираю checksum, заходим в boot режим. Только теперь выбираем уже не этот файл, который мы программой правили, а тот, который я руками правил.
Это оригинальное, вот оно. Нажимаем открыть и записываем. Хочется видео покороче снять, но, блин, ни финта не получается. Очень много нюансов вам надо объяснить, плюс мысли путаются. Так, есть, прошили, выходим и смотрим, что у нас вышло. И вот, пожалуйста. Ну, тут я другую емкость ставил, так сказать, для примера. Дата. Здесь все. И вот наши ключи открыты. Я не трогал контакт этот, он как был притянут, так и есть. И флаг int у нас, видите, светится. То есть с батареей все хорошо. Сейчас можно делать заряд-разряд и все, и пользоваться батареей. Батарея восстановлена. Ну, ребят, надеюсь, понятно все объяснил. Плохо, конечно, что получилось так с вот этой программкой. Трошки я тупанул с файлом конфигурации. Ну, я давненько, так сказать, правил этот файл конфигурации и уже трошки подзабыл. Плюс спешил и забыл некоторые моменты. Но я их сейчас после видео подправлю. И данный файл конфигурации для этой батареи будет доступен с программой, работоспособный, так сказать. Все будет хорошо. Так, жду от вас лайки, комментарии, как я говорил ранее. Если будет достаточно набрано, то следующее видео я снимаю по этому же чипу. И мы с вами вручную, я покажу, что где править в прошивке. То есть мы ее откроем. И в ручном режиме, в хэк-редакторе мы ее с вами полностью подправим. Где что у нас находится. Ну, по крайней мере, то, что я выяснил, я постараюсь вам показать, объяснить, как это все сделать вручную. Ну, а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комменты. Покедова!